Найтика приехали забирать. Смотрите, смотрите, как вас там виляет. Можно? Боже. Пока, Найт. Ну вот так. Уже в целом собрала все вещи. Ну как собрала? Лежат на кровати. Но собрала сумку в кофр. Сумочку Zubr Case. Задний кофр мой. В общем, это такие шапочки, когда нет возможности помыть голову, например, в больнице, в поездке, еще где-то. Я купила просто на пробу, потому что не уверена, что будет у нас возможность мыться. Да. Так, смазка для цепи. Тут у нас мотоциклетная аптечка. У нас вообще две аптечки. Вот. Первая чисто медикаменты и таблетки. Я хочу ее взять с собой в сумку, вот в эту. И вот эта аптечка перевязочная на случай всяких непредвиденных обстоятельств. Тут в основном перевязочный материал покупали в Декатлоне. Это сушка для обуви. Не уверена тоже, что она часто нужна будет нам, тем более едем мы в ботинках с водозащитой, с влагозащитой, и у меня и у Паши Dry Star Boots. Вот. Но в целом такими штуками можно сушить еще перчатки или постирать что-нибудь и просушить быстро. Они нагреваются, вот здесь отсюда циркулирует из этих дырочек воздух. Это Xiaomi обычная сушилка. Это Revit дождевик, он такого же, как и чехол от него, ярко-кислотного цвета. Очень классно, когда идет дождь, видно за километр, потому что черный, у меня раньше был черный с зелеными полосками. Это не настолько классно, особенно если ты едешь ночью, потому что ночью бывает холодно, и в целом дождевик спасает в том числе от холода, не дает куртке продуваться. Дальше, это маленькая подушечка. Это Situ Summit. Она вообще вот помещается в ладошку, очень маленькая, буквально надувается, просто надувается. Вот, и также просто и быстро сдувается. Вот, такая же маленькая, у Паши точно такая же. Это кепка моя. Не знаю, зачем она мне здесь. Здесь всякие санитайзеры, салфетки. Так, и это чехол для мотоцикла. Это спальник. Спальник у меня новый, ни разу не испытанный, не протестирован. Называется Thermarest. Он пуховый, очень классный. Еще одна классная штука — это Thermarest той же фирмы, что и спальник. Это коврик. Коврик надувной. Вот он тоже супер компактный, ничего нигде не торчит. Дальше. Это набор для починки шин. Я не буду открывать. Это для моих шин, для Пашиных шин есть камеры. И то, что не влезло в Пашину сумку, это дрипы с кофе. К сожалению, более компактно они никак не вмещаются. Посмотрим. Должны быть классные. Ну, по крайней мере, отзывы у них хорошие. Это все, что было в этой сумке. Вот. Ну, соответственно, что осталось в большую сумку, это одежда. Косметика всякая разная. Маленькая аптечка с медикаментами. Ну и одежда, пижама, купальники. По сути, вот все, что сейчас лежит на кровати, это все без вешалки. Это все должно поместиться в эту сумочку. 5:40 утра, гданьский рассвет. Я только что приехал из Вильнюса. И через несколько часов мы с Викой стартуем наше путешествие. Доброго вечера всем! Сегодня проехали 616 километров. Остановились
Отель «Контраст» называется, на выезде из Кракова. Достаточно хорошенький отельчик, совсем-совсем недорогой. Нам только переночевать. К сожалению, выехали сегодня поздновато, в 12. Если бы выехали в 9, я думаю, что уже были бы на границе со Словакией, ну, возможно, даже уже в Словакии, где-нибудь в кемпинге. Мы выехали попозже, выспимся и с утречка пораньше поедем в Словакию. До Словакии, кстати, осталось 100 километров. Мотоциклики на парковке, ничего не видно, темно. Даже я всегда сторонне смотрел на людей, которые приезжают и начинают ковыряться в своих мотоциклах, путешествиях. Думаешь, ну елки-палки, сделай ты мотоцикл дома, а в путешествии отдыхать, чего в нем ковыряться? Ковыряться дома надо. Вот. И вот чудесное краковское утро, 7 утра, дождик. Я на парковке разбираю так удобно установленные сумки, чтобы добраться до предохранителя смазчика и выпустить его. И все почему? Чудесный выбор Оля. Засрал все маслом. И как раз то, чем я хотел заниматься в 7 утра. Есть отключать предохранитель внутри мотоцикла. Вместо того, чтобы ехать и пить кофе. Смотри, предохранитель попытались достать. Он из корпуса вылез. Ну все. Класс. Вот я ручкой потянул. Он, кстати, не порвался, еще целый можно ставить будет. Блять, ну что это за такое, ребята? Сейчас слов нету. Все, чего не коснись, всюду жопа какая-то. Things catch fire in America, and no one tires in America. In America, stars and stripes blind you. Can't you see why she tangles with liberty?
Пришли на границе с Венгрией. Остановились в каком-то поле на остановочке. Идет дождь. Вика проходит дуалингва. Так и живем. Things catch fire in America, and no one tires in America. In America, stars and stripes blind you. Can't you see? Поехали посмотрим на город. Самый центр. Пешеходная улица, видишь? Тут трава и пешеходы. Ну что, поехали. О, дождик чуть-чуть перестал. Надо положить. Ну что, день третий. Перед нами... Да, перед нами 500 километров пути. Едем в Румынию, город Сибиу. Целый день обещают дождь. Поэтому наша задача максимально быстро доскочить до Румынии. К началу Трансфа-гараж. Интересно цепляешь. Я обычно наоборот. Сверху прицепляешь, чтобы она никуда не уехала. И потом снизу. И такой, чтобы она не упала. Не, я не говорю, что плохо. Я говорю, ну, интересно, что по-другому делаем сейчас. Прошли румынскую границу. Румыния хоть и не входит, хоть и входит в Евросоюз, но не входит в Шенген. Поэтому будочка стоит на границе. Поехали. На все прошло 15 минут. Румыния. В Румынии льет дождь. По дороге ездит много фур. Дороги проходят через маленькие городки. Трафик напряженный. Но мы потихонечку едем. Нам сухо и комфортно.
немножко подмерзла и греет руку. Пальцы синие греют. Держишься синими Держу пальцами? синими пальцами. Так, мы приехали в город Сибиу, это в Румынии, нашли в местный локальный ресторанчик. Целый день лил дождь, завтра тоже будет дождить, поэтому мы решили здесь зависнуть на целый день. Вот, наверное, съездим в город Брашов, замок Бран, а может останемся здесь и погуляем по местному замку, по местному музею, не знаю. Будем сушиться, развлекаться и познавать, это громко сказано, узнавать Румынию. Поздравляю. Витаночки, ну что, третий день льет дождь, 1100 километров проливного дождя с маленькими перерывами. Мы вчера решили не дотягивать до города Брашов, остановились на трассе поискать отель в городе Сибиу, ближайший крупный город был к нам, и наткнулись на отельчик Бонагуста, который мотоцикл-френдли. Весьма приятное место. Решили остановиться в городе на 2 дня. То есть вчера заехали, сегодня пережидаем дождь, завтра обещают солнышко. Еще вчера вечером я забыл шапку, поэтому пойдем в ресторанчик возвращаться и искать мою шапку, чтобы прикрыть срам. Планы на завтра. Поскольку обещают хорошую погоду, это самое время, чтобы пересечь Трансфагареш или Фагареш по Трансфагарешскому шоссе. И задача минимум — поснимать на шоссе, запустить дрон и добраться до Болгарии. Задача максимум — пересечь как можно большую часть территории Болгарии. Останавливаться мы там не будем. Наш друг Колян свалил из Софии, делать нам в Болгарии больше нечего, поэтому максимально быстро пересечем и постараемся добраться до Греции. Расстояния тут уже небольшие, в целом до Греции нам осталось 600 километров. Ну, за день, наверное, мы вряд ли пересечем, так что заночуем где-то на границе с Болгарией и Грецией. В идеале найти какой-нибудь кемпинг и наконец-таки встать с палаточкой. Мы тягаем ее за собой, еще ни разу не ночевали, и все время льет дождь, и как-то ставить палатку в ливень никакого удовольствия и желания. Ну что, мы спасли мою шапку из румынского плена, как бы это ни звучало, а еще нашли отель «Континенталь». Я зачем-то перевернул камеру, а нужно туда. Оп. Или вороны черных лет, а это какие планы? Сибиу также называют городом тысячи глаз. Они здесь повсюду. Нашли циклопа. На самом деле с глазами история простая. На чердаках хранится зерно, а зерно нужно сушить в тени, без прямого доступа солнечных лучей. Однако, если совсем уже темно и влажно, зерно начинает преть. Поэтому делали маленькие окошки, через которые поступал необходимый минимум солнечного света. Вот и все. Надо признаться, Сибиу симпатичный городок. Красивый. Видимо, чувствуется влияние Австро-Венгерской империи. Немножко похоже на Брно, на Вену. Глазки повсюду. Кусочек современного искусства. Пришли поглазеть на шпиль. В общем, центр Сибиу характеризуем как очень красивый. Большинство исторических зданий сохранилось. Город не был разрушен во время войны сильно. Вот. Поэтому он очень уютный. Так
такой, несмотря на проливной дождь, он тепленький, красивенький. Приятно, очень приятно. Мост Врунов. Ну, мост под Викой не провалился. Говорят. Ну, так хорошо, что остановились. It's wonderful. Wonderful. Super. Good right. Jetzt aber, ne? Ja, jetzt wegfahren und die Kamera stehen lassen. Ja, wir haben. Hey, Kira. готовится запускать дрон. Остановились на достаточно высокой точке, решили запустить дрон, но пока готовились, пришла туча и просто стала нулевая видимость. Вот так и не запустили.
Поэтому нашли местечко, где нет туч. И сейчас Пашка попробует запустить. Вот очень красиво вокруг.
Пробка, не объехать никак. Волочемся уже полчаса. Город, город, город. Деревня 50-50. Фуры везде. Нет бы все ехали по трассам, все едут через деревню на этих фурах. Что можешь сказать про Видин? Хороший городочек, спокойный, приятный, такой уютненький. Жить бы я здесь не стал. Это райцентр. Но с историей древней. Что прикольно, это на кириллице вывески, знаки, очень непривычно. О, ворота старые. Прикольно. Это копия какая-то. Ну смотри, какие старые. Красиво. Интересно, почему копия? Это старая турецкая, часть старой турецкой крепости, как мы поняли.
Ну и дома симпотные. Не, Вик, там было написано копия. Погледни. Ты погледнел? Пачел. Мне кажется, мы здесь проезжали, когда ехали в отель. Или это другие ворота были? Ну смотри, какой вход. Такой похож на турецкое что-то. Мы тут выяснили, что Это не это не копия. копия, а капия. А капия это означает ворота.